Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан говорит, что все, что показала Сабиха, ложь и что он найдет правду. Когда господин Кудрет пытается заговорить, Сабиха говорит, что хватит, я не хочу оставаться и смотреть, как кто-то становится меньше и уходит. Берон сердито отпускает руку Дилана и заходит внутрь. Госпожа Севрии и Ханифе очень рады, когда осмотр у врача проходит хорошо. Пока господин Дилан Кудрет и другие смотрят на то, что сказала Сабиха, когда приходит Хасан и говорит: «Ух ты, мой племянник», как душераздирающе смотреть на это, господин Кудрет злится и говорит: «Не говори чепухи». И она просит Гуля забрать его. Дилан спрашивает Гуля: «Ты можешь оставить это в комнате после того, как соберешь», и входят все, кроме господина Кудрета и Хасана. Дилан приходит к Берану, у которого в кабинете случается нервный срыв. Когда он просит ее не успокаиваться, Баран говорит: «Женщина, которая внезапно вошла в мою жизнь, называет меня убийцей, как я могу успокоиться?» Когда Дилан говорит: я здесь в своих мыслях, я готов поверить в тебя всем сердцем», Берон спрашивает: «Сейчас?» Он отвергает предложение Дилана решить эту проблему вместе. Гуль думает о том, как выбраться из неприятностей, в которых она оказалась на кухне. Сабиха сошла с ума из-за слов Дилана. Но она говорит: «Я открою Дилан глаза, и она увидит, что ее муж – убийца». Господин Кудрет и Джихан приходят к Барану и задаются вопросом, откуда он знает о Гульшах. Тем временем госпожа Азади приходит к ним и поддерживает Барана, говоря, что ему не нравится его ситуация. Когда Джихан выводит Гэжу Азади, господин Кудрет говорит Барану: «Мы решим этот вопрос спокойно, но я знаю об этом уже давно, думаю, есть вещи, которыми вы со мной не поделились». Говорит: «Я твой отец», Баран говорит: «Мы поговорим, когда придет время, папа», и уходит. Пока Дилан смотрит на вещи, которые принесла Сабиха, в комнату входит Гуль и присоединяется к ней. Однако Дилан понимает, что Гуль нездоров, и спрашивает, но когда угроза Гэжи Азади приходит на ум Гулю, она ничего не объясняет. Затем Гуль видит фотографии и говорит, насколько они настоящие. Дилан отвечает, что ни один из них не настоящий, но доказать это будет очень сложно. Пока Хасан говорит с Фератом о том, что Баран, возможно, делает это, Ферат злится и говорит: «Нет, он не будет этого делать», когда приходит Азади и злится на Хасана, спрашивая: «Как ты можешь так думать?» Когда госпожа Азади говорит: «Кто знает, какое сотрудничество они с Диланом в отношении Сабихи», она злится, потому что Ферата больше нет. Затем он приходит к Берану и поднимает ему моральный дух, говоря: «Не беспокой его, я с тобой». Когда Берон приходит в комнату, он очень злится, когда видит, что Дилан смотрит на эти картинки и предметы. Когда Дилан разозлился, сказав: «Ты должен был доверять мне раньше», я поверил, и меня ударили по голове в тот момент, когда я увидел это в первый раз. В любом случае, когда он говорит, что у меня больше нет времени терять время, и мне нужно найти все, что от меня скрыто, Дилан спрашивает, что это значит. Пока Гуль плачет на лестнице, Ферат замечает ее, подходит и садится рядом с ней. Когда она говорит, что случилось, все в порядке, Гуль говорит, что это не твое дело, ты не можешь мне помочь. Когда Ферат спрашивает, кто пострадал больше всего, Гуль отвечает: «Я видел это, хватит, держись от меня подальше, иди и живи счастливо со своей женой, а теперь держись от меня подальше», и уходит. Баран находит билет в кино в документах, связанных с Гульшах, но в тот день я был в Мардине на свадьбе родственника, но не могу убедить эту женщину. Дилан говорит, что она мать, потерявшая дочь, и до сих пор она всегда думала о тебе как об убийце. Керем звонит и говорит, что узнал, что Гульша постоянно следит за Бараном. Приходит гость Барана, господин Мюрат. Баран идет к нему, и когда Мюрат сообщает ему: «Я узнал, кто взял пистолет, шакал Фикри», Баран отсылает человека и говорит: «Лучше, если я позволю нашим детям забрать этого человека». В этот момент приходит Дилан, и когда Берон уходит от них, Дилан расстраивается.
Господин Кудрет, не принимайте это на свой счет, у него срочная работа, поэтому он ушел, но когда я сказала, что между вами что-то давно происходит, он говорит, что я обидел Дилана Берана, папу Кудрета. Господин Кудрет советует Дилану, что брак труден, но очень прекрасен, вы будете доверять друг другу при любых обстоятельствах. Хасан заставляет Ферата встретиться с Сабихой. Затем к ним приходит Дилья, и когда она берет Ферата за руку, пока они собираются ужинать, Гуль видит их издалека и думает: «Я не вынесу этой ситуации, как я буду служить ей, когда выйду замуж, я должен уйти как можно скорее». Госпожа Кадер приходит к ней и зовет ее: «Есть много работы, заходите». Но ситуация Гуля также привлекла его внимание. Пока Беран дает инструкции мужчинам, Дилан звонит ему вслед и спрашивает, что происходит, Беран, и они спорят, спрашивая, почему Баран требует отчета. Затем Дилан меняет разговор и говорит, что звонит, чтобы пригласить его на ужин. Войдя внутрь, Дилан спотыкается, и когда он вот-вот упадет, Беран хватает его за руки и приближается. Дилан говорит спасибо, а Баран говорит: «Пожалуйста, как всегда. Звонит телефон Дилана и звонит Сабиха. Он и Баран обмениваются взглядами, Баран заходит внутрь, а Дилан следует за ним. Цеврей и Джевдет пытаются завоевать сердце Ханифе и, наконец, добиваются успеха. Пока Баран и его семья сидят за столом, Хасан говорит Барану, что он твой бог. Когда Баран нервничает из-за этих слов, он отвечает Гэже Азаде и Джихану. Когда Беран выходит из-за стола, говоря приятного аппетита, Дилан тоже встает с ним. Когда Хасан спрашивает, собираемся ли мы что-нибудь спрашивать, господин Кудрет злится, ударяя его по столу и говоря ему не спрашивать. Беран входит в кабинет и закрывает дверь, несмотря на звонок Дилана. Оба прислоняются спиной к двери и касаются ее. Госпожа Ханифе и семья Севриес сообщают Гану Сииту хорошие новости о ребенке. Баран приходит в комнату, осматривает коробку с реликвиями Гульша, смотрит на письма и фотографии. Сабиха разряжает страницы новостей о дочери и изучает их, кладя на кровать. Пока Дилан готовит суп для себя и Барана, звонит Сабиха и говорит, что я дам тебе последний шанс сбежать. Когда Дилан говорит: «Я думаю, тебе нужна удача, и ты не должен верить в мир, полный лжи, созданный Гульшах», Сабиха очень злится и вешает трубку на него. Госпожа Азади предупреждает Хасана, о чем мы говорили за ужином, говоря, что он не должен больше так поступать. Когда госпожа Азади злится на то, сколько месяцев Дилан пробыл с ней, Хасан говорит: «Послушай, мама, ты сейчас, может быть, Дилан является причиной фурункула». Пока Беран продолжает осматривать предметы, Дилан приносит суп. Дилан говорит, что я принес для тебя суп, можешь выпить его, пока он не остыл, но Баран отвечает, что ты зря заморачивался, я его пить не буду. Когда Беран не пьет, Дилан становится упрямым, говоря: «Тогда я тоже не буду пить». Беран злится, но ему нравятся действия Дилана, и он смеется себе под нос. В слезах Гуль приходит к Гэже Азаде и умоляет ее не увольнять мою мать. Когда я говорю, что выполню свою часть работы и выйду замуж за Салиха, госпожа Азади говорит: «Молодец, ты принял правильное решение». Беран и Дилан постоянно смотрят друг на друга, пока едят суп. В дневнике Гульша написано, что она разработала дизайн кольца в шкатулке, но если бы Дилан знал вас немного, он бы знал, что вы не станете создавать такое кольцо. Беран спрашивает, на что это будет похоже, Дилан отвечает, что это будет просто и загадочно. На телефон Барана приходит картинка, и он говорит, что всегда наблюдал за нами. Тем временем Дилан читал и рассматривал письма. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.